Добро пожаловать в мою мастерскую. В этом видео покажу, как сделать лунного ловца снов. Я взяла хлопковую нить, главное, чтобы она не тянулась. За основу возьму кружочек из пяльцев для вышивания. Как сделать другие варианты основ, смотрите в моем видео про ловцов снов, ссылку оставлю в описании. Самый доступный вариант – свернуть вот такое кольцо из любой гнущейся ветки, после чего ее следует подсушить в течение нескольких дней. Отматываю от основного мотка небольшой клубочек. Так будет удобнее работать. Первым делом обматываю основу. Если вы берете кольцо из веток, этот этап можно пропустить. Привязываю нитку. Вот этот хвостик я решила спрятать под плетением. Просто обматываю основу, подвигая каждый новый виток поближе к предыдущему. Через пару минут все готово. Хвостик прикреплю с помощью клея. Если вы не прятали первый конец нити под плетение, то здесь можете просто завязать два кончика на узелок. Основа готова. Приступаем к плетению ловца. Месяц, который я буду делать, займет чуть больше половины круга. Начну отсюда. Привязываю нитку. И дальше делаем движение, которое вам уже знакомо по плетению обычных ловцов снов. Рабочую нить положите сверху основы и протяните моточек сквозь получившееся кольцо. Мой круг диаметром 20 см, и вот этот шажок я взяла длиной в 4 см. Придержите вот здесь пальцами другой руки и делаем следующий шаг. Довольно просто, правда? Старайтесь делать эти отрезки одинакового размера. Придерживаем пальцами предыдущий шаг и делаем следующий. Повторяем это движение, пока не дойдем до второй вершинки месяца. Вот я сделала предпоследний шаг. И сейчас делаю последний. Теперь закрепим нить. Сделайте еще одно точно такое же движение. И получившийся узелок подвиньте максимально близко к предыдущему. После чего затяните. Нитка никуда не убегает, можно немного расслабиться. В обычном варианте ловца мы бы в том же духе плели дальше. В лунном перевернем основу и двигаемся в обратном направлении. Теперь будем плести вот под эти только что сделанные нами ребрышки. Движение такое. Продеваем клубочек с рабочей нитью в отверстие. Получается вот так. И закидываем его в образовавшееся кольцо. После чего затягиваем. Это движение аналогично тому, что мы делали в предыдущем ряду. Только сейчас я нитку накидываю не сверху, а снизу. В данном случае так удобнее. Давайте покажу поближе. Получившийся оборотик сдвиньте чуть ближе вот сюда. Когда натянете нить для следующего шага, он как раз окажется в серединке. Продолжаем в том же духе до конца нашего будущего месяца. Вот последнее ребрышко.
И теперь снова закрепляем нить на основу, уже знакомым нам движением. Раз. Подвигаем поближе к вершинке. И точно так же 2. Ряд закончен, ниточка закреплена. Снова переворачиваем ловца. Теперь будем вязать вокруг вот этих ребрышек. Движения те же самые. Я не буду больше сильно заострять на них внимание, думаю, вы поняли. Вопросы могут возникнуть только в тот момент, когда вы подходите к вершинке. Делаю предпоследний шаг в этом ряду. И следующим шагом закрепляю нитку к основе. Уже знакомыми нам двумя движениями, максимально близко к вершинке. Переворачиваю ловца, привожу в порядок разбушевавшуюся нить и продолжаю. Теперь будем вязать вот под эти ребрышки. Снова перемотаю к концу ряда. Следующее ребрышко у нас сливается с предыдущим, но под него обязательно нужно зайти. Теперь закрепляем к основе. Если вам слишком быстро, внизу экрана можно зайти в шестереночку и выбрать более медленную скорость показа видео. Уже становится похоже на месяц. Развернусь и сделаю еще несколько рядов. Следующим вяжем вот под эти ребрышки. Дошла до конца и снова закрепляю к основе. Здорово получается. Разворотик и вяжем вот под эти ребрышки. Таким образом наращивайте лунного ловца, пока вам не понравится результат. Будьте внимательны вот в таких рядах, не забывайте зайти вот под это ребрышко. И закрепляем к основе. Все, с меня, пожалуй, достаточно. Обрезаю нитку. Под ближайшее ребрышко завязываю ее еще на один узелок. Кончик фиксирую клеем. Вот такая луна у меня получилась. Сверху приделаю петельку для подвешивания. Веревочку сложила пополам, обхватила основу и продеваю кончики в колечко. Затягиваю. Точно таким же способом креплю бахрому внизу ловца.
Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, нужна ли прямая трансляция с изготовлением этого ловца, где мы сделаем его вместе в реальном времени. Получается очень здорово. Я решила обрезать бахрому вот так. Обязательно подписывайтесь на мой канал и смотрите другие очень классные видео.